Приветствую всех на канале, и в сегодняшнем видео хочу вам показать, как интегрировать Google Gemini на рабочий лист Google таблиц. Создадим пользовательскую функцию, которая позволит нам формировать запрос Google Gemini и получать ответ прямо в ячейке Google таблицы. Такой функционал по умолчанию недоступен, но несложными манипуляциями мы его сейчас реализуем. Итак, первое, что нужно сделать, это получить API-ключ Gemini, для того, чтобы мы могли обращаться к нему из стороннего приложения. Для этого в строке поиска Google вводим Google AI Studio и переходим по первой ссылке. Далее, если вы заходите на эту страницу в первый раз, то он вам сразу предложит сгенерировать API-ключ. Я же сюда захожу уже не впервые, поэтому нажимаю вот эту синюю кнопку Get API Key. Получить API-ключ. Прокрутив ниже данную страницу, мы увидим список доступных API-ключей. На текущий момент у меня такого нет ни одного. Поэтому возвращаемся выше и нажимаем кнопку Create API Key. Создадим новый ключ. Выбираем проект, под который создается ключ. Автоматически Google предлагает идентификатор клиента, то есть ваш идентификатор. Создать API-ключ для существующего проекта. Идет процесс генерации. Итак, ключ был создан, скопируем его и разместим в отдельном текстовом документе. Закрываем данное окно и теперь, пролистав страницу ниже, мы увидим наш ключ. Кроме того, если перейти на вкладку «Использование API-ключей», то мы увидим, что для него можно установить срок действия, например, 90 дней. Итак, первый шаг выполнен. API-ключ создан. Далее возвращаемся на стартовую страницу Google и переходим в Google Диск. Здесь я уже создал папку Gemini, с которой мы будем работать. Создадим здесь таблицу Google. Готово. Таблица создана. Шаблоны нас сейчас не интересуют, поэтому правую панель я закрываю. На следующем этапе нам необходимо создать пользовательскую функцию, которая бы могла отправлять запрос Google Gemini. Для этого переходим во вкладку «Расширение», «Apps Script». Создается новый проект. Функцию по умолчанию мы удаляем. А вместо нее вставляем функцию, которая у меня уже сохранена в отдельном файле. Ссылка на нее будет в описании к этому видео. Данная функция не есть чем-то необычным. Я ее собственноручно не писал, а вместо этого мне ее помог сгенерировать Gemini. Данная функция является универсальной, но есть несколько моментов. Первый момент. В константе API Key, ключ API, мы должны присвоить значение нашего API-ключа, который мы ранее создали и сохранили. Есть. Вот сюда вы должны подставить ваш API-ключ. Это первый момент. И второй момент. Строка подключения. Строка подключения, которая со временем может меняться, поскольку Google Gemini постоянно развивается. Вот этот выделенный фрагмент следует вставить из Google AI Studio, там, где мы создавали наш API-ключ. Наша функция называется Ask Gemini, спроси Gemini. То есть, когда нам потребуется из ячейки рабочего листа обратиться к Gemini с каким-то вопросом, мы напишем равняется название функции и, в скобках, в кавычках, наш вопрос. Вот, собственно, и все. Осталось дать проекту название и сохранить его. Для сохранения нажимаем кнопку с дискетой. Хотя в всплывающей подсказке сказано, что проект сохраняется на диск, но непосредственно данный скрипт сохраняется в нашей таблице. Прежде чем мы сможем пользоваться данной функцией в ячейках Google таблицы, нам необходимо получить разрешение на его выполнение. Данную процедуру следует выполнить всего один раз. Для этого нажимаем кнопку «Выполнить». Google нас предупреждает, что данный скрипт будет работать некорректно, если не предоставить ему авторизации. Кнопка «Проверить разрешение». Выбираем «Аккаунт», «Дополнительная настройка», «Перейти на страницу Gemini». Поскольку это наш скрипт требует доступ, то здесь ничего страшного нет. Продолжить.
Вот теперь все готово. В журнале выполнения ниже мы видим, что выполнение скрипта начато и успешно завершено. Проблем с доступом быть не должно. Вот теперь возвращаемся к нашей Google таблице и давайте попробуем сгенерировать запрос Google Gemini. Равняется название нашей функции Ask Gemini. В скобках, в кавычках формируем наш запрос. Ну, например, приведи мне рейтинг процессоров по производительности. Посмотрите, пожалуйста, это то, что выдал Google Gemini. Уровень производительности в порядке убывания. Экстремальная производительность, высокая, сбалансированная и соответствующие примеры процессоров. Очень развернутый ответ. Давайте уточним наш вопрос. Приведи мне рейтинг процессоров по производительности в бюджетном сегменте. 5 позиций. Пожалуйста, ответ готов. Если данное видео было для вас полезно и интересно, тогда вы знаете, что делать. Лайк, подписка, спонсорство. Удачи!